Привет, друзья! Сейчас обеденные новости Германии и Европы. В Германии завершили расследование по Северным потокам-2, Nord Stream 2, и в отчете были зафиксированы моменты, которые требуют дополнительного разъяснения относительно хода проекта и участия различных сторон. В Германии же опубликованы новые данные опросов. Доля граждан с критическим мнением о работе правительства увеличилась, а рейтинг канцлера Фридриха Мерца демонстрирует постепенное снижение. В Великобритании сеть Maris Ons провела эксперимент. Кассы стали работать медленнее, чтобы люди могли не спешить и пообщаться между собой в очереди. Для розничного бизнеса это решение выглядит довольно необычно. И это еще не все. В Кёльне раскрыли зарплаты руководителей городских компаний. Цифры оказались значительными и стали объектом общественной дискуссии среди граждан Германии. А немецкие экономические аналитики говорят о рисках для промышленности и необходимости продолжения реформ со стороны Фридриха Мерца, поскольку без таких шагов экономические показатели могут оставаться на низком уровне. Также в автопроме произошли изменения. Ключевой стратег Volkswagen переход в Mercedes AMG. Для автомобильной отрасли это заметное событие, и рынок может демонстрировать новые тенденции. Обо всех этих последних событиях коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии, в федеральной земле Мекленбург-Переднее Померания, завершилось расследование по газопроводу «Северный поток-2» Nord Stream 2. Немецкая организация «Международная прозрачность» оценила работу парламентского комитета положительно, но указала на серьезные риски. Эксперты отметили, что проект «Северный поток-2» рассматривался не только как коммерческая инициатива, но, внимание, и как объект политического интереса. В расследовании участвовали представители немецких компаний, вовлеченных в строительство газопровода, а также региональное правительство Мекленбург-Передней Померании во главе с премьер-министром Мануэлой Швезик. Она заявила, что регион действовал строго в рамках немецкой внешней экономической политики и соблюдал закон. Тем не менее, эксперты международной прозрачности подчеркивают, что вопросы о пожертвованиях, культурных инициативах и контактах с Россией оставались без ответа. Также организация подчеркивает, что «Северный поток-2» стал примером того, как стратегический проект может влиять на экономику, безопасность и репутацию всей Германии. Даже не введенный в эксплуатацию газопровод продемонстрировал, что непрозрачные схемы и внешние факторы могут оказывать негативное влияние на экономические и общественные процессы в стране. Как отметила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Nord Stream 2 – это не просто экономический, а глубоко политический проект, подчеркнув, что зависимость Европы от российского газа является серьезным стратегическим просчетом. Окончательный отчет обещан к середине 2026 года и станет важным ориентиром для будущей энергетической и внешнеполитической стратегии Германии. Следующая новость одна из самых важных для Германии. В Германии сегодня резко растет недовольство правительством. По свежему опросу института Инса сейчас 70% граждан заявляют, что они недовольны работой правящей коалиции, и это худший результат с момента формирования правительства в мае. Поддержка сократилась почти вдвое, довольны работой правительства только 21%, а в начале мандата, напомню, недовольных было 46%. Особо плохо выглядит рейтинг канцлера Фридриха Мерца. 68% опрошенных критически оценивают его действия, и лишь 23% позитивно. По словам главы Инса, это худшие показатели для канцлера и коалиции за все время их правления. В том же опросе почти на равных оказались две партии. Левые набрали 11%, а зеленые 10%. При этом либеральная свободно-демократическая партия ФДП вновь добралась к 5%. Политическая обстановка стала более напряженной и проявилась на уровне руководства. На недавнем совещании министров произошел публичный конфликт между Фридрихом Мерцем и министром окружающей среды Карстеном Шнайдером. Шнайдер заявил, что не был вовлечен в подготовку предложений по модернизации, а канцлер ответил, что все ведомства участвовали в разработке. Разногласия касались нюансов реформ и ответственности, и это стало символом глубинных трений внутри коалиции. Сейчас кабинет сталкивается с одним из наиболее значимых кризисов доверия. Рейтинг падает, недовольство через социологию становится системным, а внутри правительства усиливается раскол. Это также усиливает неопределенность на фоне растущей конкуренции партий в политических процессах Германии.
Следующая новость очень интересная. Сеть супермаркетов Morris Once в Великобритании решила удивить своих клиентов. С 4 по 7 декабря в некоторых магазинах начали работать кассы, на которых намеренно замедлили обслуживание. Цель акции – дать покупателям возможность не спешить пообщаться и почувствовать себя не просто клиентом, а человеком. По словам представителей компании, короткий разговор у кассы может иметь большое значение, особенно в период, когда многие люди ощущают одиночество. Вместо привычной спешки и самообслуживания Morris Once делает ставку на живое общение и внимание к покупателю. Обычно супермаркеты стремятся, наоборот, ускорить процесс, чтобы клиенты стояли в очередях как можно меньше. Но в Morris Once решили отойти от стандарта. Иногда важнее не скорость, а человеческий момент, улыбка, приветствие, несколько секунд настоящего контакта. Компания надеется, что эксперимент позволит покупателям почувствовать заботу и внимание, а сама инициатива уже привлекла внимание общественности и вызывает интерес и обсуждения в социальных сетях. И на этом список событий сегодня не завершается. В Кёльне, Германия, обнародовали зарплаты руководителей городских компаний за 2024 год. Абсолютным лидером стал глава энергетической компании Rhein Energy Андреас Файхт. Его доход составил 1,15 миллиона евро, почти в 2 раза больше, чем в 2023 году. На втором и третьем местах оказались руководители городского банка Шпаркассе Кёльн-Бонн и выставочного центра Кёльн-Мессе. Их доход с учетом бонусов составил около 930-935 тысяч евро в год. Раскрытие зарплат стало возможным благодаря немецким правилам корпоративного управления. Город обязан публиковать доходы топ-менеджеров компаний, в которых он владеет не менее 10% акций. Городские власти поясняют, что высокие выплаты нужны для привлечения опытных специалистов и удержания их в конкурентной среде. Однако публикация этих данных вызывает вопросы. Жители Кёльна уже активно обсуждают эти суммы. Для многих сотрудников эти суммы выглядят значительно выше привычного уровня оплаты. И это только начало. Экономика Германии сейчас находится в периоде серьезных вызовов. Эксперт по рынкам Маркус Шабер предупреждает, без срочных реформ страна может столкнуться с более выраженными экономическими трудностями. Основные проблемы – это деиндустриализация, отток инвестиций, рост государственных расходов и устаревшая инфраструктура. Особенно страдают автомобильная и машиностроительная отрасли, а малый и средний бизнес, который традиционно, напомню, был опорой экономики, вынужден сокращать производство или уходить даже за границу. По словам Шабера, если текущая ситуация не изменится, Германия может столкнуться со снижением управляемости экономической ситуации уже к концу десятилетия. Канцлер Фридрих Мерц должен проводить радикальные структурные реформы, такие как снижение налоговой нагрузки, упрощение бюрократии, инвестиции в образование, науку, инфраструктуру и энергетику. Эти меры позволят укрепить промышленность и вернуть стране конкурентоспособность. Маркус Шабер также советует инвесторам диверсифицировать свои вложения, то есть не держать все средства внутри Германии, а распределять их на зарубежных рынках. По его мнению, только так можно снизить риски в условиях экономической неопределенности. А дальше еще есть важная новость. Стефан Вегбах, до недавнего времени главный стратег концерна Volkswagen, покидает компанию и переходит к конкуренту в подразделение Mercedes-AMG. Вегбах работает в автомобильной отрасли более 15 лет. Сначала он руководил, напомню, проектами Porsche, в том числе запуском электромобиля Taycan, а затем отвечал за стратегию Volkswagen, включая сотрудничество с зарубежными стартапами по электромобилю. Согласно сообщениям СМИ, на собрании сотрудников AMG объявили, что Вегбах станет новым руководителем подразделения. Официально он приступит к работе в начале 2027 года, хотя он не войдет в высший совет правления Mercedes-Benz. Его должность все-таки будет ключевой для разработки новых моделей и стратегии AMG. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.